Сибирь на карте выглядит как огромное пустое пространство. Леса, реки, болота, горы, лед, вечная мерзлота. Место, где между поселками могут быть сотни километров тишины, а дорога иногда кажется не путем, а испытанием. Но чем дольше смотришь на эту карту, тем сильнее появляется странное ощущение. Сибирь не пустая. Она просто слишком большая, чтобы человек успел ее понять. Мы привыкли думать, что тайны — это где-то далеко. Египет, пирамиды, затерянные храмы, древние города под песком, странные находки, которые будто не вписываются в привычную историю. Но иногда самое загадочное находится не на другом конце мира, а намного ближе. Просто оно спрятано не за стеной храма, а за расстоянием, холодом и тишиной. В Сибири есть озеро, которое похоже не на озеро, а на отдельный мир. Есть место, где небо однажды вспыхнуло так, что тайга легла на землю. Есть кратер, который десятилетиями заставлял спорить геологов. Есть пещера, где нашли следы людей, о которых человечество почти ничего не знало. Есть земля, которая раскрывается, будто вечная мерзлота больше не хочет хранить прошлое. И есть легенды, которые живут так долго, что уже сами стали частью этой территории. Сегодня мы разберем 7 тайн Сибири. Не как набор страшилок у костра и не как дешевую мистику ради мистики, а как путешествие по местам, где факты, природа, древняя история и человеческий страх слишком сильно переплелись между собой. И начнем с места, которое знают все – с Байкала. На первый взгляд Байкал просто огромное красивое озеро. Туристы приезжают посмотреть на прозрачный лед, горы, остров Ольхон, закаты и ту самую синюю глубину, которую невозможно нормально передать на фотографии. Но если убрать туристическую картинку и посмотреть на Байкал внимательнее, он перестает быть просто озером. Байкал слишком старый, слишком глубокий, слишком отдельный от всего остального мира. Большинство озер на планете живут сравнительно недолго. Они появляются, заиливаются, меняются, зарастают, исчезают. А Байкал существует миллионы лет. Он лежит в огромной трещине земной коры, в рифтовой зоне, где сама планета как будто медленно расходится в стороны. То есть это не просто вода в природной чаше, это живая геологическая рана Земли, заполненная водой. И вот в этом месте появляется первая странность. Байкал не похож на обычное озеро, именно потому, что он не ведет себя как обычное озеро. Под ним огромная глубина. Вокруг горы. На дне осадки, которые копились эпохами. В воде уникальные виды животных, которых почти нигде больше нет. Даже байкальская нерпа сама по себе выглядит как вопрос. Как пресноводный тюлень оказался в таком месте, так далеко от океана? Конечно, у науки есть объяснение. Миграции, древние водные пути, изменение климата, эволюция. Но от этого Байкал не становится менее странным. Наоборот, когда понимаешь масштаб, становится еще тревожнее. Потому что одно дело услышать легенду о загадочном озере, и совсем другое — понять, что реальная история этого озера настолько древняя, что рядом с ней вся человеческая цивилизация выглядит короткой вспышкой. Представь себе озеро, под которым скрыта летопись планеты. Слои осадков на дне — это не просто грязь, это архив. Пыль, минералы, остатки организмов, следы климатических изменений. Пока на поверхности менялись народы, границы, империи и языки, Байкал спокойно собирал информацию о мире. И есть еще одна деталь, которая делает Байкал идеальной загадкой для человеческого воображения. Его дно почти невозможно представить. Мы привыкли думать об озере как о чем-то понятном. Берег, вода, рыба, лодка. Но Байкал — это бездна. В некоторых местах под тобой не просто глубоко. Под тобой целый вертикальный мир, уходящий вниз настолько далеко, что обычное человеческое восприятие начинает ломаться. Отсюда и легенды. Истории о странных огнях, о голосах, о духах, о местах, где нельзя шуметь. О Байкале как о живом существе, которое может принять человека, а может не принять. Можно смеяться над такими историями, но у них почти всегда есть причина. Когда люди веками живут рядом с местом, которое сильнее их, глубже их и старше их, они начинают говорить с ним языком мифа. Не потому что они глупые, а потому что иногда миф — это единственный способ объяснить уважение и страх. И если тебе нравятся такие истории, не просто страшилки, а места, где реальность звучит почти как легенда, подпишись на канал. Здесь мы как раз разбираем древние цивилизации, странные находки, забытые территории и тайны, которые не всегда нуждаются в мистике, чтобы быть пугающими. Главная тайна Байкала не в монстре на дне и не в секретной базе под водой.
Главная тайна в том, что на планете до сих пор есть места, которые физически находятся рядом с нами, но по масштабу ощущаются как другой мир. Но если Байкал — это тайна глубины, то следующая история — тайна вспышки. Сибирская тайга. Утро. Небо разрезает огненный объект. Потом происходит взрыв такой силы, что ударная волна валит лес на огромной территории. Люди за многие километры слышат грохот. Кто-то видит свет, кто-то чувствует жар, земля дрожит, а потом остается только тайга, поваленные деревья и вопрос, который живет больше века. Что это было? Мы называем это Тунгусским событием. Сейчас самая распространенная версия звучит достаточно спокойно. Взрыв космического тела в атмосфере. Не обязательно удар в Землю. Скорее воздушный взрыв, когда астероид или похожий объект разрушился до того, как успел оставить классический кратер. И это объяснение выглядит разумно, но именно в деталях Тунгуски и рождается ее легенда. Потому что человек ждет от катастрофы след. Если что-то взорвалось с такой силой, должен быть кратер, должен лежать огромный камень, должно быть место удара, которое можно показать пальцем. Вот здесь все произошло. А в Тунгуске все иначе. Лес повален, следы катастрофы есть. А привычного центра, понятного и простого, как в фильмах, нет. Первые экспедиции добрались туда не сразу. Место было слишком далеким, слишком трудным и слишком неудобным. И когда исследователи увидели поваленные деревья, картина выглядела почти невозможной. Огромная зона разрушения, лес лежит в разные стороны, а в центре часть деревьев могла стоять без ветвей, будто взрыв пришел сверху. Наука постепенно объяснила эту картину. Воздушный взрыв действительно может дать такой эффект. Но для массового воображения было уже поздно. Тунгуска стала не просто научным случаем, она стала сибирским символом неизвестного. Комета? Астероид? Что-то более редкое? Почему не нашли крупный фрагмент? Почему событие произошло именно там, в почти пустой тайге? Почему свидетели описывали это так, будто небо само загорелось? И вот здесь важно не скатиться в дешевую фантастику. Не надо сразу говорить про инопланетян, порталы и секретное оружие. Настоящая сила Тунгуски в другом. Это пример того, как одно событие может быть одновременно объяснимым и все равно пугающим. Потому что даже если мы понимаем общий механизм, остается ощущение хрупкости. Огромный кусок космоса входит в атмосферу, взрывается над лесом, валит деревья, и если бы это произошло не над тайгой, а над большим городом, история могла бы выглядеть совсем иначе. Вот здесь можно поставить лайк хотя бы за то, что Сибирь однажды буквально приняла удар на себя. Потому что иногда страшнее всего не то, что мы чего-то не знаем, а то, что мы понимаем. Нам просто повезло с местом. Сибирь в этом смысле стала щитом. Она приняла взрыв там, где почти не было людей. И, возможно, именно поэтому Тунгуска так цепляет. Это не только загадка прошлого. Это напоминание, что небо над нами не такое спокойное, каким кажется. Но в Сибири есть тайны не только в небе. Иногда сама Земля выглядит так, будто с ней произошло что-то, что не вписывается в обычную картину. Одна из таких точек — Потомский кратер. Представь глухую тайгу, леса, сопки, трудный путь, почти нет людей, и вдруг среди этой зеленой массы странная каменная структура. Необычная яма, непривычный вулкан, непростой холм, огромный конус из раздробленного камня, похожий то ли на кратер, то ли на гнездо, то ли на след от чего-то, что поднялось из-под земли. Местные знали об этом месте давно, но широкая научная история Потомского кратера началась уже в прошлом веке, когда его описал геолог Вадим Колпаков. И дальше началось самое интересное. Версий стало больше, чем уверенности. Метеорит, вулканическая активность, подземный газ, какой-то необычный геологический процесс, связь с Тунгусским событием. Каждая версия звучала заманчиво, но ни одна долгое время не закрывала вопрос так, чтобы у всех исчезли сомнения. И Потомский кратер стал идеальной загадкой именно потому, что он визуально слишком странный. Есть места, которые надо долго объяснять. А здесь достаточно показать картинку, и человек сам задает вопрос, что это вообще такое. Проблема в том, что человеческий мозг очень не любит странные формы без понятного объяснения. Мы видим круг, конус, кратер, воронку и сразу хотим найти событие. Удар, взрыв, катастрофу, что-то резкое и драматичное. Нам трудно принять, что некоторые формы природа может создавать медленно, сложно, через процессы, которые не выглядят кинематографично. Но именно поэтому Потомский кратер и работает как тайна.
Он стоит где-то между наукой и легендой. С одной стороны, его можно изучать – породы, возраст, структура, геология. С другой, он выглядит так, будто его специально оставили в тайге, чтобы человек почувствовал себя лишним. Кстати, если ты смотрел выпуск про города, которые исчезли на тысячи лет, там была похожая мысль. Иногда место не исчезает полностью. Оно просто выпадает из человеческого внимания, ждет, пока мы снова до него доберемся, а потом возвращается уже не как обычная точка на карте, а как загадка. С Потомским кратером ощущение похожее. Он не спрятан в подземном храме и не закрыт древней дверью. Он просто стоит среди огромной тайги. И все равно кажется, что ты смотришь не на природную форму, а на след какого-то события, которое произошло без свидетелей. Сибирь вообще не обязана быть удобной для объяснения. Она слишком большая, слишком древняя и слишком плохо просматриваемая. Здесь даже обычный геологический объект может десятилетиями жить в статусе загадки, просто потому, что добраться до него сложно, изучать дорого, а ответ не всегда лежит на поверхности. Но следующая тайна еще сильнее. Потому что она касается ни камня, ни озера и ни взрыва. Она касается нас самих. На Алтае есть Денисова пещера. Внешне просто пещера. Камень, вход, горы, тишина. Таких мест на Земле много. Но именно здесь нашли то, что изменило представление о древних людях. Долгое время широкая публика представляла историю человека довольно просто. Были древние люди, были неандертальцы. Потом появился современный человек, расселился, победил, стал нами. Красивая линейная история. Почти как лестница. Ниже, выше, еще выше, и вот на вершине человек сегодняшнего дня. Но реальная история оказалась не лестницей. Она больше похожа на запутанную сеть. В Денисовой пещере нашли маленький фрагмент кости. Ничего зрелищного. Ни целый скелет, ни огромный череп, ни кинематографичную мумию. Просто крошечный фрагмент. Но генетический анализ показал, это был не современный человек и не обычный неандерталец. Это был представитель другой древней группы людей, которую позже стали называть денисовцами. И вот здесь начинается настоящая тайна. Потому что денисовцы — это не просто еще один древний тип людей для учебника. Это напоминание, что наша история гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. На планете одновременно могли жить разные человеческие группы. Они встречались, смешивались, исчезали, оставляли следы не в городах и храмах, а в ДНК. Представь это. Где-то в сибирской пещере лежит маленькая кость, с виду почти ничто, а внутри нее доказательство того, что рядом с нашими предками жили другие люди. Не мифические существа, не персонажи легенд, а реальные человеческие линии, от которых остались фрагменты, зубы, гены и вопросы. Кто они были? Как выглядели? Как говорили? Во что верили? Хоронили ли своих умерших? Рассказывали ли истории у огня? Боялись ли темноты? Смотрели ли на те же горы, на тот же снег, на тот же вход в пещеру? Наука может восстановить часть картины, но не всю. И именно эта неполнота делает Денисову пещеру такой сильной темой. Потому что в отличие от Байкала или Тунгуски, здесь тайна не снаружи, она внутри человеческой истории. А если помнишь выпуск про находки, которые ломают привычную картину истории, Денисова пещера как раз из таких случаев. Только здесь все началось не с огромного храма, не с золотого артефакта и не с тайной комнаты, а с маленького фрагмента кости, который оказался важнее многих громких находок. Мы привыкли думать, что знаем, кто мы такие, но иногда достаточно одного маленького фрагмента, чтобы вся уверенность пошатнулась. И это, возможно, самая честная тайна Сибири. Она хранит не только следы природы, она хранит следы людей, которых мы потеряли еще до того, как научились записывать память. А теперь перенесемся в Якутию. Там есть место, которое выглядит как рана на теле Земли. Батагайский кратер часто называют воротами в подземный мир. Конечно, это образное название, но когда видишь эту огромную впадину в вечной мерзлоте, понимаешь, почему люди используют именно такие слова. Это не кратер от метеорита в классическом смысле. Это термокарстовая впадина, связанная с таянием вечной мерзлоты. Земля проседает, лед внутри грунта исчезает, структура разрушается и поверхность начинает проваливаться. Но сухое объяснение не отменяет ощущение. С высоты это выглядит так, будто кто-то разорвал тайгу и открыл под ней прошлое.
Главная жуть Батагайки в том, что она не просто существует, она меняется, растет, раскрывает древние слои мерзлоты, а вместе с ними остатки животных, растений, следы климатов, которые были задолго до нас. Вечная мерзлота вообще странная вещь. Мы часто представляем ее как просто замерзшую землю, но на самом деле это гигантский архив. В нем могут сохраняться кости мамонтов, древние растения, микроорганизмы, следы исчезнувших экосистем. То, что в другом месте давно бы сгнило и исчезло, здесь может лежать тысячи и десятки тысяч лет. И когда мерзлота тает, прошлое начинает выходить наружу. Это звучит красиво, почти поэтично, но в этом есть тревога, потому что мерзлота не музей с аккуратными витринами. Она не спрашивает, готовы ли мы увидеть то, что она выпустит. Она просто раскрывается. Батагайка пугает не тем, что там обязательно скрыто что-то чудовищное. Она пугает тем, что показывает, граница между прошлым и настоящим тоньше, чем кажется. Иногда древний мир не похоронен глубоко под землей. Иногда он просто заморожен. И когда температура меняется, он возвращается. Здесь можно было бы придумать страшную легенду про древние болезни, забытых зверей, подземные города, но реальность и так достаточно сильная. Огромная сибирская земля тает, раскрывает древние слои, и человек впервые за тысячи лет смотрит на то, что не должно было увидеть солнечный свет снова. И вот это, кстати, очень хорошо связывается с темой древних городов и забытых цивилизаций. В одном случае прошлое прячется под песком, в другом — под землей, в третьем — в пещере, а здесь оно лежит во льду. Но смысл один и тот же. Прошлое не исчезает полностью, оно просто ждет своего момента. Следующая загадка тоже связана с мерзлотой, но выглядит она еще более резко. В последние годы в Северной Сибири, особенно в районах Ямала и Гыдана, внимание привлекли странные воронки. Они выглядят так, будто земля внезапно взорвалась изнутри. Ровные края, глубокая дыра, выброшенный грунт вокруг. Для неподготовленного человека картинка почти фантастическая. И снова первой реакцией становится желание найти простое объяснение. Метеорит, секретные испытания, что-то упало с неба, что-то прилетело, что-то взорвали. Но научная версия куда интереснее, потому что она показывает скрытую механику самой Земли. В мерзлоте могут быть ловушки газа. Подземные слои, давление, метан, лед, вода, изменение температуры. Когда условия меняются, система может стать нестабильной, и тогда Земля не просто медленно проседает, а резко выбрасывает наружу то, что копилось внутри. То есть это не фантастика, это планета, которая работает по своим правилам. И вот здесь возникает важный момент. Мы часто думаем о Земле как о чем-то неподвижном. Стоит под ногами, значит надежное. Но Сибирь разрушает это ощущение. Здесь почва может быть временной, лед может быть фундаментом. Мерзлота может держать ландшафт столетиями, а потом начать исчезать. И там, где вчера была ровная поверхность, завтра может появиться черная дыра. Эти воронки стали символом новой тревоги, потому что они не только про загадку, они про изменения, которые происходят прямо сейчас. Про климат, газ, мерзлоту, хрупкость северных территорий. Про то, что даже самые удаленные места планеты связаны с общими процессами. И в этом смысле сибирские воронки — это уже не тайна прошлого, это тайна настоящего. Мы видим следствие, но все еще учимся понимать систему целиком. А теперь вернемся к самой легендарной части Сибири — к Якутии. У многих народов есть места, которые считаются опасными. Не обязательно потому, что там есть доказанное зло. Иногда место опасно потому, что человек веками замечал: туда лучше не ходить, там странно, там гибнут животные, там пропадают люди, там тяжелый воздух, там слишком много историй. В Якутии существуют рассказы о так называемой «долине смерти». В разных пересказах это место описывают по-разному. Где-то говорят о странных металлических объектах, где-то о непонятных котлах, где-то о земле, которая будто хранит следы чего-то древнего и опасного. Здесь важно сразу сказать честно. Это область легенд, рассказов и спорных свидетельств. Ни доказанный научный объект, ни подтвержденная археологическая находка, ни факт, который можно спокойно положить на стол. Но именно поэтому эта тема интересна. Не как доказательство, а как феномен. Почему такие истории появляются? Почему в огромной Сибири снова и снова возникают рассказы о местах, где лежит что-то непонятное? Почему люди описывают Землю не просто как пространство, а как живую силу, с которой надо быть осторожным?
Можно сказать, потому что люди любят выдумывать. И это частично правда, но не вся. Легенды часто рождаются там, где есть реальная опасность. Болота, газовые выходы, сложный рельеф, магнитные аномалии, старые промышленные объекты. Следы экспедиции, которые никто толком не документировал. Просто места, где человек плохо ориентируется и быстро теряет контроль. Миф может быть неправильным объяснением, но правильным предупреждением. Для древнего человека фраза «там живет злой дух» могла означать «не ходи туда, там можно умереть». Для современного человека это звучит наивно, но смысл остается тем же. Есть места, где ты не главный. Долина смерти в таком выпуске нужна не для того, чтобы доказывать фантастику. Она нужна для другого — показать, как Сибирь превращает неизвестность в легенду. Когда территория слишком огромная, когда фактов мало, когда добраться трудно, когда рассказы передаются десятилетиями, пустота начинает заполняться образами. И иногда эти образы живут дольше любых документов. Напиши в комментариях уже сейчас, как тебе такая тема. Стоит ли отдельно сделать выпуск про самые странные легенды России, но с нормальным разбором, где мы отделяем реальные факты от мифа? Потому что это направление может быть очень сильным, если не превращать его в дешевую страшилку. Но есть еще одна сибирская тайна, которая объединяет почти все предыдущие. Это сама способность Сибири сохранять прошлое. В других местах время стирает следы быстрее, вода размывает, люди перестраивают. Города растут поверх старых городов, поля перепахиваются, дороги проходят там, где раньше были древние стоянки. Но в Сибири огромные пространства долго оставались почти недоступными. Холод замедлял разрушение, мерзлота консервировала останки. Тайга скрывала формы рельефа, болота прятали следы, горы защищали пещеры. Поэтому Сибирь — это не просто территория загадок, это территория задержанной памяти. Здесь прошлое не всегда уходит, иногда оно ждет. Ждет в пещере, в виде кости, которая перепишет историю древних людей. Ждет в мерзлоте, в виде останков животных, которые жили в другом климате. Ждет на дне Байкала, в слоях осадков, где записаны изменения планеты. Ждет в тайге, в форме странного кратера, который не спешит отдавать ответ. Ждет в рассказах местных жителей, даже если эти рассказы нельзя проверить до конца. И вот почему тема Сибири так хорошо работает. Она не про одну загадку. Она про ощущение, что огромная часть мира до сих пор не раскрыта полностью. Мы живем во время спутников, карт, навигаторов, нейросетей и баз данных. Кажется, что все уже найдено, все снято, все измерено. Но Сибирь ломает эту уверенность. Потому что знать координаты не значит понимать место. Видеть снимок сверху не значит знать, что происходит под землей. Прочитать статью не значит почувствовать масштаб. Сибирь слишком большая для простого ответа, и здесь важно сделать вывод без дешевого обмана. Не каждая сибирская тайна — это след древней цивилизации, не каждый кратер — метеорит, не каждая легенда — доказательство, не каждое странное место скрывает заговор, но почти каждая из них показывает одну вещь — наш мир все еще сложнее, чем нам удобно думать. Байкал напоминает, что на Земле есть места старше человеческой памяти. Тунгуска напоминает, что небо может вмешаться в историю в любой момент. Патомский кратер показывает, что Земля умеет создавать формы, которые выглядят почти невозможными. Денисова пещера доказывает, что история человека была не прямой линией, а сетью исчезнувших ветвей. Батагайка открывает древнюю мерзлоту, будто страницу книги, которую никто не собирался читать. Ямальские воронки показывают, что даже замерзшая земля может внезапно ожить. А якутские легенды напоминают, когда человек долго живет рядом с неизвестным, он превращает страх в историю. И, возможно, самая большая тайна Сибири не в одном конкретном месте. Ни в озере, ни в пещере, ни в кратере, ни в легенде. Самая большая тайна Сибири в ее масштабе. Она слишком велика, чтобы быть полностью понятной, слишком холодна, чтобы легко отдать свои следы, слишком древняя, чтобы все ответы лежали на поверхности, и слишком молчаливая, чтобы объяснять себя первой. Мы привыкли думать, что загадки — это что-то спрятанное специально. Секретная дверь, запретный архив, подземный город. Но иногда загадка выглядит иначе. Просто огромная земля, лес до горизонта, озеро без дна, пещера в горах, трещина в мерзлоте. И тишина. Такая тишина, в которой человек вдруг понимает, он здесь ненадолго. Сибирь была до нас.
Она помнит мир, которого мы не видели. Она хранит следы существ, которых больше нет. Она показывает процессы, которые сильнее человека. И, возможно, еще очень долго будет оставаться местом, где каждый новый ответ открывает не конец истории, а следующий вопрос. Перед финалом напиши в комментариях, какая тайна Сибири кажется тебе самой сильной. Байкал, потому что он похож на отдельный мир. Тунгуска, потому что небо однажды взорвалось над тайгой. Денисова пещера, потому что там нашли следы других людей. Потомский кратер, потому что он выглядит как след события, которого никто не видел. Или Батагайка, потому что Земля буквально раскрывает прошлое. Мне реально интересно, что цепляет сильнее – природная загадка, древняя история или легенды, которые до сих пор не отпускают. А если тебе нравятся такие выпуски про места, где реальность звучит почти как миф, подпишись на канал. Здесь мы разбираем древние цивилизации, забытые территории, странные находки и тайны, которые не всегда нуждаются в мистике, чтобы быть пугающими. И обязательно посмотри другие ролики на канале. Там уже есть истории про исчезнувшие города, древние находки и места, где прошлое ведет себя намного страннее, чем мы привыкли думать. Потому что иногда самый сильный вопрос звучит очень просто. Что еще скрывает Земля, по которой мы ходим?